Друзья, привет, звук идет, все в порядке. Извините, извините за долгое начало, поскольку мы не проводили эфиры уже давно, наверное, с 2019 года. Последний раз, я помню, наверное, я выходил из Аликанте, из Испании, и мне было сложно справиться просто с телефоном, с поиском кнопки «Начать трансляцию», так что извините. По крайней мере, мы начали, и сейчас уже 58 человек сюда перекочевало, в эту новую трансляцию. Так что пока подтягивается народ, скажу, что я очень рад вас видеть. И надеюсь, что если вам этот формат понравится, мы будем его продолжать. Скажите, звук нормальный? Нет такого ощущения, что он очень сильный? Может быть, подальше микрофон сделать? Слышно хорошо. Неужто настоящий? Ну да, привет. Так, из Харькова. Сейчас пока народ подтягивается, я хоть пойму, кто здесь есть. Сергей Астахов. Отлично. Лариса Никитина. Так, Стелла Сафонова. Привет, Стелла. Очень хорошо. Ну, в общем, все. Народ уже сюда подтянулся. В следующий раз мы, надеюсь, все исправим, все вот эти космические сложности нового оборудования. Так, значит, мы находимся у меня в мастерской. Это недалеко совсем от Москвы. Шереметьево рядом. И что я хочу сказать, что ко мне 2 дня назад, ну, во вторник, приехала девушка, ее зовут Юля. Собственно, по просьбе моей, она наткнулась на мое давнее видео, где я попросил, ну, приезжать ко мне на позерство, попозировать, потому что идей много. И я живу не так близко от Москвы, все-таки за МКАДом. И она любезно согласилась, приехала, и я написал 2 работы. Одну из них я вам сегодня представляю, пока народ собирается, уже 104 человека. Значит, я написал работу, вот эту. Она называется «Трещина между мирами». Кто может вообще пару слов сказать, что такое трещина между мирами, чтобы мы, ну, немного об этом поговорили? Кто-то... Какие есть идеи? О чем речь? Как хорошо, что все я вижу. Анапа, добрый вечер. Лена Терзян, привет, Леночка. Где ты сейчас? Из какого города? Напиши. Формат нравится. Так, ну что, трещина между мирами. Никто не пишет. Ну, короче говоря, мое любимое время, когда я обожаю просто писать пейзажи, это время вечернее. Когда еще когда день тает, ночь еще не наступила, такое переходное время, да? Когда зажигаются огоньки. И пока я писал портрет, писал здесь, задний план, конечно же, взят с этюдов многочисленных, которые я делал. И мне захотелось, когда есть возможность, кстати, используйте ну, теплохолодность, о которой мы много раз говорили, чтобы этого добиться. Ну, я купил такой прибор, светодиодную лампочку на штативе, можете себе купить. Тут фильтры к ней продаются. Вообще она белая, очень модерновая, включает, от USB заряжается. Вот она включилась. У нее несколько режимов. Смотрите. Так, стоп. Просто, желтее, холоднее. Опять желтее. Плюс-минус есть. То есть послабее свет. Вот смотрите, он гаснет. Усиливается. Очень рекомендую.
Значит, с одной стороны я модель подсветил теплым светом, и потом вписал вписку, сделал оранжевый закат, все это объединилось. Да, фильтр сразу покажу. Значит, есть фильтры вот такие разные. Стоит недорого. Ну вот. И с одной стороны холод, с другой тепло. Сразу форма моделируется очень просто. Так, для меня трещина между мирами – это как разделение жизни на до и после. О, ничего себе. Екатерина Маркиш. Ну, Кастанеда, да, оттуда, конечно, «Сумерки», да-да. Ну вот, Гумка написал. Ну, Подборного Дмитрий не видел. Раньше этой работы. Ну, конечно, не видел. Я только написал ее, закончил сегодня. А позавчера мы работали с моделью здесь. Так вот, значит, холод-тепло моделируется легко. И когда есть возможность, делайте это. Так, и сегодня перед эфиром буквально я придумал, что к каждой работе я делаю, если идет, я сочиняю такие какие-то текстики, эссе. И у меня сочинились 4 строчки. Вселенский переход. День еще не кончился, ночь не наступила. В сумерках нет разделения. Пространство поглощает тебя. Ты исчезаешь, как капля дождя в океане. Тебя нет. Границы исчезли. Есть только бесконечность бытия. Вот такой текстик я размещу около работы. Вас призываю делать так же. Будет совершенно новый формат на выставках, когда ты показываешь не только работу, но и какие-то мысли. Ну вот. Значит, хочу сказать, что сейчас я вернусь в наш эфир, чтобы видеть ваши слова. Добро и зло. Ну, не совсем. Покажите покрупнее, да? Ну, как же показать покрупнее? Это я выложу. Давайте так. Я завтра выйду, с обычным видео. И более того, я снимал на видео, как я ее писал. Ну, как обычно, я делаю фрагментарно, да, минуты там на 2, на 3. Какие-то фрагменты основные, как она создавалась. Так что вы ее увидите и крупно, и мелко. Так, что дальше? Слава, если, Стелла Сафонова, необходимость перед написанием портрета немного пообщаться с моделью, или это происходит спонтанно? Спонтанно. Ну, чай попили, поговорили. Ну, понимаете, в чем дело? Мы ж команда, это же Юля из нашей команды, поэтому сюда притягиваются люди, как мне кажется, да я в этом уверен, с которыми очень легко общаться на одном языке. То есть она зашла когда ко мне в мастерскую и сказала, что я вас давно знаю, вы меня не знаете, но я вас знаю. Ну, в общем, все очень близко, тепло и моментально все понятно. Так что, Юля, если ты здесь, спасибо тебе огромное, и приезжай еще. Да, и если есть еще желание у кого-то, приехать ко мне и поработать над каким-то образом новым, я с удовольствием. Вы напишите мне, и мы договоримся о встрече. И идей много, и мне нужны разные модели, разные типажи, поэтому я буду только рад. Теперь нас смотрит 166 человек. Друзья, пожалуйста, поставьте, пожалуйста, лайк. Я должен это видеть, насколько это интересно. Должен понять вообще. И уж если вы здесь, давайте отметимся. Пока что я вижу только 0 нравится. Значит, не нравится. Ну, тогда и завершим сейчас эфир, раз не нравится. А если нравится, ну что? Ну, кнопку-то надо нажать. Ради этого и стараюсь. Да не плюсик, а кнопку «Нравится», плюсик. Не туда жмете.
Мне помогает Юля. Что там у нас? Может быть, я просто не вижу с этими с лайками. Вопросы, здесь есть вопросы, лайки. Нет, люди лайки ставят, да? Ставят, да. Я просто не вижу. 111. 111. О, отлично. То есть все-таки 171 минус 111 это 60 человек как бы не с нами. Ай-яй-яй. Так, идем дальше. Если есть вопросы какие-то там, я просто мог пропустить, тогда ты мне говори. А я пока что-нибудь еще тогда вам расскажу. Или отвечу на то, что вы мне уже задавали перед этим. Да, хочу сказать, что, друзья, у нас, значит, формат 18+, поэтому, ну, время уже, это самое, дети могут идти спать. Спокойной ночи, малыши. А мы можем тут, может быть, вдруг что-то там проскочит не очень такое детское. Так что вы извиняйте. Я просто должен был предупредить. Ну что, давайте тогда, если есть вопрос, да. Вопрос тут есть. Анна Иванова спрашивает, что такое целостность и что на нее работает? Где можно почитать про это подробнее, чтобы понять? Про целостность вам слышен вопрос? Мне не нужно повторять. Сейчас я посмотрю. Что такое целостность? Не вижу вашей реакции. Да, тут вопросы можно задавать. Задавайте, пожалуйста. Как раз я их и жду. Что такое целостность, от чего она зависит? Сколько времени уходит на понимание своего жанра? Давайте об этом потом. Так, про вопрос буду повторять. Вы не ответили. Мне не это самое мне. Я понимаю, что вам не очень слышно было. Что такое целостность, от чего она зависит, как ее достичь? Ну, хорошо, у нас кулинарный же с вами всегда ответ. Целостность. Например, мы с вами, 183 человека, затеяли банкет. Ну, такое же возможно. Кстати, скоро те, кто едут в Армению, там очень богатый банкет. Да не банкет, а банкетище и каждый день. Так что приезжайте, пожалуйста, еще можно записаться на этот семинар. Он будет с 1 по 8 октября. И нас будут возить там автобус шикарный по разным местам, включая Гюмри. Я никогда там не был, но это место, наверняка многие знают, где родился Георгий Иванович Гурджиев. Я прямо собираюсь отыскать его дом и с цветами туда просто возложить цветы к этому месту и почувствовать, вот увидеть, где это и как. Так что ради этого только можно ехать. Потом мы поедем на озеро Сиван. Ну и, конечно, по-моему, дядя Володя его зовут, который нам дарил вино в прошлый раз. И, ну, естественно, подвал с бочками. Это помимо живописи. Живопись будет все время, но помимо этого еще куча всяких банкетов. Так, про целостность мы отвлеклись. Целостность в пейзаже. Да, ну так вот, мы с вами, 181 человек, накрыли большой стол, где дядя Володя поставил много бутылок вина. Он, значит, подарил мне, как победителю, там у нас было такое соревнование, он абсолютно беспристрастно назвал людей, чья живопись ему понравилась. Моя тоже ему понравилась. Он мне подарил бутылку вина «Луиза». И мы вчера с женой ее, как говорится, протестировали. Очень хорошее вино, молодое. Так вот, целостность. Значит, накрыли мы на стол. Он поставил разные бутылки вина. Мы пропустили по одной. Всем стало хорошо. И смотрите, когда мы пропустили... Это ключ, кстати. Можно перед тем, как писать, пропускать. 185 смотрит. Так, нам стало хорошо. И смотрите, мы перестали замечать, что в углу там где-то мусор, что дядя Володя там или кто-то не так одет, у кого-то коленки продраны. То есть все хорошо, все стало целостно, потому что мы изменились в этот момент, когда мы по второй уже добавились. Ну, согласитесь, очень простой, доходчивый пример.
То есть, когда мы опьянены, не надо для этого принимать горькую, я не принимаю, опьянены жизнью, когда мы полностью включены, когда мы любим то, что мы делаем, например, любим жизнь, любим, не знаю, мотив, который пишем, то автоматически из этого мы извлекаем, ну, какую-то музыку. А что такое музыка? Это, ну, 7 нот, да? Это же гармония. Совершенная музыка, она очень гармонична, очень мелодична. Да, мы просто в восторге можем слушать бесконечно, ну, бесконечное количество раз и лет это произведение, если оно гармонично выстроено. Значит, надо так выстроить каждую нашу работу, чтобы из всех этих нот, которые вот нажимает человек, пианист, гармонист, литаврист, конечно, одну ноту нажимает, вот этот бздынь, ну, и, кстати, если он нажимает, то нажимает, конечно, мощно, у него только одна нота, он же хочется посильнее ему шарахнуть. Так вот, получается, что если мы выстраиваем какой-то определенный порядок нот, красок, другими словами, композиционно все выстраиваем, мы от чего-то отказываемся. Живопись — это жертва. Сложно понять, ну как так, жертва. То есть мы во имя чего-то главного постоянно жертвуем. Вот этому научиться очень сложно. Ну, на классах или на видеоуроках. Кстати, скидка сейчас идет и завтра заканчивается. 50% на все уроки, включая курсы. 2 курса сейчас. Вы уж, пожалуйста, загляните и посмотрите там, ну, просто анонсы, отзывы. К каждому уроку есть анонс. Так вот, если мы от чего-то отказываемся, что-то выделяем, а как мы выделяем? За счет того, что, конечно, там есть деревья на заднем плане. И это тоже, конечно, какой-то там, не знаю, объект дерева. Но я же пожертвовал во имя вот этого, вот этим. Я же пожертвовал. Я не стал тут что-то там делать много всего. Я же не стал выписывать каждую волну, хотя там, может быть, это было бы интересно. Во имя того, чтобы это было сильнее, мощнее, детализированнее, чем все остальное. Даже здесь, посмотрите, все очень условно. То есть сочетание условности и мощности такой, да, эффектности в чем-то главном, а главное, естественно, бутылка вина Луиза, я возвращаюсь, с чего мы начали, да, на столе, которая-то и произвела фурор, и мы стали целостными. То есть все остальное уже не имеет значения, всем хорошо, все уже там общаются, 185 человек поделились на группы, у кого-то микрофон, и всем, тамада, конечно, дядя Володя. Так, ну мы с ним познакомимся, те, кто поедут. Ну, я думаю, что канву вы поняли в этом странном ответе. Если есть что-то там еще, Юлечка, есть? Да, Вячеслав, верите ли вы в гениальность? Можно ли ее определить в работах молодого художника? Ну, смотрите, вот мой сын нарисовал, значит, многие знают эту работу на листочке. Грустный кот. Просто фломастером черным. Контур такой. Кот. И вместо рыбы у него скелетик от рыбки. То есть он держит вот этот, ну, кост, как это называется? Как называется? Не скелетик, а от Косточку. рыбы. Не косточка, а скелет, да? Рыбный вот Скелет, этот. да. Рыбный скелетик. Что это? Эту работу я повез, была выставка в Перми, Арт-Пермь, по-моему, на выставку. Вы представляете, ее купила женщина из Вены, увидев, как я делал там репортаж, и она купила эту работу у моего сына, который тогда ходил во 2 класс. Сказать, что это гениально, ну не знаю, что-то приходит ему на ум, и мне на ум, там, или кому-то. Но верите ли вы в гениальность? Ну, известная же фраза, что это 99% трудолюбия, да, и 1% таланта. То есть я замечал, что рядом со мной в школе, когда я учился
в общеобразовательной. Там был Витя Кузнецов, мы рисовали гитары и машины, он еще какие-то комиксы. И, в общем-то, на одном уровне рисовали. Но я очень рано почувствовал, что я хочу быть художником, и я сам себе сказал, вот не кому-то, а себе, что я хочу быть художником самого высокого из возможных уровней. То есть такая установка была внутри произнесена. Я просто начал к этому двигаться через пень-колоду, через сложности, через какой-то там политехнический институт не туда, потом еще там и в другом городе оказался. Ну, в общем, через сложности. Но я, будучи в Таганроге, ходил заниматься к женщине-скульпторше. И вообще, ну это я уже рассказывал эту историю. И приехал в Строгановку, поступил с первого раза, было сильное намерение. Ну и что? Ощущение было, что я пацан. Просто вот в этих коридорах, где висят великолепные работы, я понимал, что у меня не получается так. Но сила намерения была такая, что ну, рисовал каждый день, много, с утра до вечера. И все возможное, у кого я мог почерпнуть, кто мне мог помочь развиваться, ну, я делал. И поэтому труд, терпение, труд, все перетрут, что еще? Вопрос. Вячеслав, вы согласны, что Врубель маэстро по глубине чувственного восприятия, а Фешин маэстро виртуозной живописи? В виртуозной живописи Фешин говорил о том, что самое главное сделать живопись виртуозной, потому что не важно, что написано, а важно, как написано, он считал. Что касается Врубеля, чувственной живописи Врубеля, ну, а у Фешина что, менее чувственно? Да я просто с ума сходил, когда в Таусе оказался, это какая-то сбылась моя мечта, я даже просто, я не верил, честно говоря, что там окажусь, но когда это случилось, могу еще рассказать эту короткую историю, как это случилось, то я, в принципе, неплохо знал работы Фешина, и оказавшись там, с камерой, прям вот включил ее, и можете посмотреть этот фильм, он есть на моем канале, называется «Послание Фешина», в плейлисте «Мастерская художников», по-моему, так. Ну так вот, и я просто в камеру говорю, вот я здесь, в этом доме, я хочу понять, почему я здесь. И вот то, что мне приходило, то я и говорил. И те, кто видел этот фильм, писали мне такие мощные отзывы. Спасибо вам за поддержку, потому что его смотрят, ну, со слезами на глазах люди. Почему? Потому что, ну, наверное, меня такое чувство охватывало. Потому что я понимал, что такой дом, кстати, он признан в какое-то время, был лучшим в Америке по дизайну. В те годы, там 20 какой там, может, 30-й год или, может, 35-й, кто знает, напишите. Такой дом, где каждый вот стол, каждая какая-то тумбочка, двери сделаны его рукой. Ну, картина это дальше, следующее, да? Но это сделано. Это говорит о том, что он, зная его как бы судьбу, так примерно, что они развелись с женой, что он хотел, чтобы они жили вместе, у них была дочка Ия, и чтобы это все развивалось, чтобы это все было... Ну, короче говоря, этот дом — это выражение его любви к жене, к жизни, к семье. Я это понял, будучи там. Когда ты здесь или в каком-то другом городе, не будучи там, это понять невозможно. Это надо там быть. Тогда ты это понимаешь. Что у Фешина нечувственные работы? Я не соглашусь с этим. Виртуозность по технике плюс эмоции, плюс чувства. У Врубеля есть Врубель. Наши художники-передвижники, их довольно-таки много, которые выходцы из академии великолепно просто писали и рисовали.
у которых я без конца учусь и листаю работы, черпаю все новые и новые, к чему вас призываю. Ну, это наш багаж, который нам помогает расти. Ну, не хочу еще больше задерживаться на этом вопросе. Если есть что-то еще, давай еще. Об этом мы можем еще поговорить как-нибудь. Ну, с показом работ. Я, кстати, экран поставил сюда. Если что-то пойдет, и я захочу вам что-то показать, я покажу здесь. Да, вопрос. Слава, скажите, как обобщить работу? Очень просто. Вот смотрите, например, вот я написал красное. Да? А здесь есть какой-то зеленоватый или там холодный. Да? Я беру большую кисточку, широкую, мягкую, зачерпываю холодный. И кое-где, бам, мокрое. Провожу, вношу рядом стоящие цвета, там оранжевый, кстати, холодный, и здесь где-то промелькает. Вы все цвета, которые здесь есть, вносите в соседние. Она обобщается. Другой способ обобщения, это делал Вьюар, Бонар. Они писали, много раз об этом говорил, на холстах, которые с имприматурой. Но они любили охру. То есть вы законопачиваете охрой. Здесь, кстати, тоже была имприматура. Она кое-где просвечивает. Это тоже элемент обобщения. То есть я не прописываю все это прям досконально. Я оставляю пропуски, и эта имприматура где-то вылезает. Таким образом, эта охра у них обобщала всю работу, сводила в единое целое. Ну, вот такой прием. Еще есть? Да, вопросы есть. Не мешает ли прогрессу постоянное переключение с акварели на масло? Одна работа маслом, одна акварелью и так далее. Не мешает ли прогрессу? Наоборот. Ну, например, вы заядлый, я не знаю, ну, тягаете тяжести в зале, фитнесом занимаетесь. Разве может этому помешать кардионагрузки? Раз на беговую дорожку и там, я не знаю, 10 километров прочесали. Ну, конечно, не помешает. Или вдруг вы вышли, поехали на велосипеде, не на машине, там, на лимузине, а на велике. Или пешком до этого зала доковыляли. Нет, не мешает акварель и масло. Наоборот, чем больше вы будете разнообразные техники применять, тем шире вы будете, ну, познавать и тот, и другой материал. Потому что в той же акварели я ведь очень редко акварелью работаю и не считаю себя акварелистом. Но мне очень нравится. Особенно вот в последнее время я каждую неделю езжу на наброски, а то и 2 раза в неделю. Рекомендую. Ну, обнаженка, ты всегда находишься в тренинге. И еще я изучаю новый материал. Для меня акварель — новый материал. Ну, так чувствую, что... И мне очень нравится, потому что я нахожу в каждой работе какие-то новые ходы в этой акварели. Это не значит, что я пишу ее как маслом. Ну, это там обнаженку. Очень сложно в пейзаже также сделать, как я делаю там обнаженку. Потому что я пишу ее, ну, условно, как вам сказать, не договаривая как бы. Ну, вы видели наверняка мои работы. 248 человек смотрят, уже больше. И вот эта условность, она помогает, ну, ты мыслишь по-разному в масле и в акварели. В акварели быстро, она течет, у тебя 10 минут, ты должен из этого собрать, и за 10 минут ты должен сделать, умудриться произведение. А здесь ты работаешь, я не знаю, 2 дня. Поэтому одно дополняет другое. Есть еще? Да, Дмитрий Подгорнов спрашивает. Дмитрий, привет. Вопрос. Насколько стабильно качество вашего творчества? Насколько часто вам не нравится ваше произведение? И если есть такие работы, вы их переписываете или выбрасываете? Есть ли в наличии у вас такие? Переписываю. Не выбрасываю, ну, что ж выбрасывать. Если в наличии те, которые мне не нравятся. Конечно, есть. Конечно, есть. И часто бывает так, Юля говорит, ну ты же подарил эту работу. Все, отойди от нее, не трогай ее. Ну не трогаю, я же подарил, все. Но глаза-то, если... Я говорю, тогда повесь ее в другую комнату, что мои глаза цепляются, я сразу хочу ее исправить. То есть мы растем, Дмитрий.
Мы изменяемся. Качество, ну, если действительно мы нацелены на мастерство, качество нашей живописи по умолчанию улучшается. Не бывает такого, что происходит деградация, если человек стремится к мастерству, высшему мастерству. Ну, я такого не встречал. Стало быть, идя по этому пути, ты все время смотришь на свои работы по-новому, с новой точки. Ну, там через год, условно говоря, ты посмотришь на свои работы, боже мой, что я там писал еще год назад, да? Хочется исправить. Если работа крепкая, собрана, и она звучит, рецепта нет, подходить к ней или не подходить. Некоторые подходят и бесконечно исправляют, некоторые сделали все. Вот. Тем более, если мы выложили в сеть ее, да, и если кто-то ее видит. Ну, у меня же такое было, я рассказывал как-то. Один из Норвегии, что ли, или Швеции захотел купить один портрет, и договорились о цене, а я потом вмешался в это. Ну, что значит потом? Он ее видел, как я ее писал, ну, там, в ролике, на видео. А я потом пришел домой и начал улучшать. Улучшал, и так доулучшался, что он отказался покупать работу, когда я ему прислал на утверждение. Он сказал, это уже не та работа, это мне не нужна. Ну, вот такой пример, показывающий, что будьте осторожны с этим delete. Тут назад не вернешься, если ты сейчас вот пропишешь, вот пока она еще... То есть нужно поймать это ощущение, что все сказано и тебя удовлетворяет сегодня. Ну, не знаю, а действительно через год вы посмотрите, и что? Боже мой, что я натворил, да? Ну, это же Мыльников так, это самое. По-моему, Мыльников, да, он работал целый день над картиной, считал себя гениальным, засыпал, утром просыпался, говорит, какое я ничтожество, что я написал. Ну, это за день человек, значит, прошел какую эволюцию. Вообще создание картины – это всегда риск, это вызов, потому что она же новая, ничего до этого не было, и ты создаешь что-то такое уникальное, и может не получиться. Рецепта нет, Дмитрий, не знаю. Каждый раз по-разному. Считается, если это касается пейзажей, ну что тебе станется, если ты возьмешь новую картонку и сделаешь новый вариант, а это оставишь? Ну что? Просто будет на эту тему новый вариант. Мне кажется, такой вариант, ну, так будет, так возможно. Есть еще что-то? Добрый вечер, Слава. Здрасте. Как преодолеть стагнацию в творчестве? Не писал уже год, идеи есть, но руки не поднимаются к холсту. Пишет Фантоко Мазини. Фанточчио Мазини. Фанточчио Мазини. Ну, или фон. Руки не поднимаются к холсту. А к чему поднимаются? Напишите, что вы делаете. Может, что-то другое сейчас интересует. У меня же был перерыв, поэтому я спрашиваю. И мой перерыв затянулся. Сейчас не буду рассказывать, но на 15 лет затянулся. Ну, вот не хотелось писать, хотелось другое делать. Может, у вас что-то такое, что вам душу греет сейчас? Ну, мы же изменяемся, и это абсолютно нормально. Это говорит о том, что мы прям живые совсем. Написал что-нибудь Фанточчио? Пока он пишет, Лариса Бриль, давай я прочту. Может ли быть композиция центром пейзажа холм на дальнем плане? Конечно, может. Но, Лариса, так сейчас. Он был самым интересным, многоцветным, хорошо освещенным, а средние деревья, передние песчаные. Конечно, естественно. Считается, что в композиции второй план самый важный. Ну, вот смотрите, на переднем плане то, что вы пишете, деревья, что-то такое неважное, могут быть входом в картину, передний план, как бы условно-условно, потом мощно то, что у вас там вот это вот, да, а дальний план там небеса и так далее. То есть вы все очень грамотно. Второй план будет главный. Фанточчио не написал? А что он спрашивал? Он спрашивал... А стагнация? Да, про стагнацию. Что делать со стагнацией? Да ничего не делать, нужно отпустить руки и просто подождать.
Ну, не хочется писать, зачем себя насиловать? Живопись от полноты, ты не можешь не писать. А прям так заставлять, прям дня без строчки, во что бы то ни стало, не, ну это не мое, не знаю, может быть ваше, но не мое точно. Ну, пойти травку покосить, я не знаю. Фешен же, в конце концов, делал эти деревяшки. Ну, понятно, что живопись он любил больше. Ну, брал топорик и тюкал. Ну, не хочу сейчас писать. Потюкаю, какую-нибудь тумбочку сделаю. Ну, мне кажется, если мы доверяем себе, и в конце концов, если воспринимать живопись как инструмент для того, чтобы быть собой, быть просто в хорошем расположении духа, чтобы твоя душа развивалась, чтобы мы больше учились, ну, быть добрыми, любить, то все средства хороши. Включая топорик по деревяшечке. Что-то еще есть? Да, спрашивают, как не бояться начать рисовать? Закончила университет искусств, училась на дизайнера. Всю учебу комплексовала, что рисую хуже всех. И после универа 5 лет не могу взять в руки карандаш. Та же тема Та почти. же тема. Дорога осилит идущий. Как? Ну, например, вы никогда не ездили на автомобиле, но вам после универа супруг купил автомашину. И что, она будет стоять в гараже? Ну, наверное, вы пойдете сдавать на права. А сдать на права, значит, надо научиться, да? Но если вы уже закончили универ и учились, но там было недостаточно рисунка, ну так занимайтесь сейчас. Кстати, у меня курс есть по рисунку. Может быть, он вам поможет. Рисунок головы, как сложная форма в пространстве. Рассматривайте это. Я понимаю, что многие боятся. Голова, зачем она мне? Я не собираюсь писать портрет. Это сложная форма. Научившись ее рисовать, ну уж вы, я не знаю, вот этот бутылек вот с витаминами нарисуете, проще некуда. Сложно тоже, потому что я, например, вот так вот положу в ракурсе, уже тут надо эллипсы крутить. Поэтому глаза, там рот, нос, мы же отдельно рисуем уши. Обратите внимание на этот курс. Но дело даже не в курсе, а в том, чтобы, ну, кушать вы, например, каждый же день кушаете, или, ну, допустим, голодаете, да, 2 дня. Но потом же вы все равно встанете, подойдете, пойдете на кухню, сварите себе яйцо. Значит, тоже труд какой. Сварите яйцо. Да, так и здесь. Нужно потрудиться с тем, чтобы насытиться. Нужно салатик приготовить, так и здесь. Походить в какую-то художку. Вот недавно кто-то мне писал, что Лена Пухарева, наверное, Лена, ты здесь? Хочет поступить в академию. Ну, человек, как говорится, не 20-летний. Хочет поступить в академию в Петербург. Сейчас пока ходит в художку. Дети в одну группу, а они среднего возраста в другую. Ну, так походите в художку. В конце концов, просто рисуйте. Присылайте мне на разбор. Будем дружить. Ну, я не знаю. Ну, надо просто делать что-то. Первый шаг сложен. А потом пойдет, как по маслу. Что-нибудь еще? Нет? Да, вопросы есть? Так, мы еще... Смотрите, мы с вами уже 45 минут в эфире. Давайте еще 5 минут мы закончим. Просто не хочу вас сильно утруждать. И через неделю еще раз вернемся к такому формату. А прежний формат будет там продолжаться. Давай. Ольга Хромцова спрашивает. Слава, скажите, были у вас случаи, когда покупали ваши работы, те, которые менее вам нравятся, а которые, на ваш взгляд, лучше, оставались на полке? Конечно. Прям боюсь даже говорить. Один американец, коллекционер, вот он приезжает ко мне, смотрит работу. Я вижу, как он листает работу. Я вижу, что ему нравится. И часто он пролистывал работы, которые сильные, а брал менее сильные. Ну что же, это же он же покупает. Естественно. Это же зависит от его вкуса, от его насмотренности. А вкус – это жажда. Он же просто так не возникнет. А жажда, с чего-то возникает жажда. Вот вдруг человек, который, не знаю, никогда не знал, что такое живопись, и вдруг начинает коллекционировать работы.
что-то должно ж произойти в жизни человека. Я его спрашивал, как это получается. Но он говорил, что он часто встречался с художниками, был у них в мастерских, слушал их разговоры, смотрел, на что они обращают внимание. Постепенно он начал чувствовать очень тонко. Но, тем не менее, покупал и менее сильные работы у меня. Много покупал. Ну, а что еще ответить? Наверное, все я ответил уже, да? Что-нибудь еще? Есть еще вопрос такой интересный. Вы как-то говорили про вантус и забитую ванну. Говорили. Полная ванна воды. Говорили Дырка. в каком-то из Сейчас я видео. скажу. Да. Как на практике в жизни прочистить проток? Как это называется? Прочистить проток. Значит, для тех, кто не знает эту хайку, которую я сочинил, шуточная, конечно. Полная ванна воды, это то есть океан энергии вокруг. Дырка волосами забита, медленно жижа струится. Рядышком вантус стоит. Ну, вантузом может быть осознавание, то есть полная сдача. Когда ты понимаешь, что тебя нет. Работа-то о чем? О том, что есть только бесконечность, которая любит тебя больше, чем ты ее любишь. И ты делаешь к ней шаг, а она делает к тебе 1000. Когда ты это понимаешь, то все становится на свои места. Давайте заканчивать, друзья. Спасибо большое, что вы побыли в этот вечер со мной. Извините за то, что мы долго там собирались, искали нужную кнопку. Спасибо огромное. До свидания. До завтра. Завтра я покажу вам подробно, как эта работа писалась. И напишите еще, поставьте еще лайки те, кому это понравилось, но не поставили или забыли. Кстати, вопросы здесь могут задавать только подписчики канала, поэтому подписывайтесь на канал, те, кто забыли вообще про все на свете. И будем дружить. Пока. Гаснет свет в мастерской. Сейчас мы